вид из окна 59-й школы, из окна вестибюля на площадку, на улицу Свободы. И сейчас я вам покажу вашего одноклассника, друга Валерия. Вот он. Это благодаря его инициативе мы сегодня пришли в 59-ю школу. Ну, конечно, и я. Сегодня это лицей Иона Теодорович. Вот. Ионши Дойна вот Теодорович. И вот они, ихняя фотография. Валера, а вот эта диорама была? Вот это панно, вот это? Давайте я сейчас немножко скажу, все, что я здесь все-таки знаю. Диорамы это и не было, было простое свободное место, но все, кто вы, если помните, коридор вам этот очень хорошо знаком. Помните Михаила Яковлевича, нашего директора, который всех здесь гонял, чтобы сменку переодевали. Именно вот это, вот до сюда. Сменка была все мы здесь, и как бы проверяли, ловили тех, кто не переобулся. Панорамы не было, но вот это панно, оно сохранилось неизменным. Вот это. Сейчас я передам Валерию камеру. Да, может, он... Да. Микрофон не закрывает пальцем. Так, вот это панно, как вы видите, оно осталось неизменным. Все осталось. Молодые девочка и юноша, то есть девушка с развивающимися волосами. Это вы все должны помнить. Так, давайте пройдем сюда. Давай. Пройдемте сюда. Вот наш дорогой вход в актовый зал, где мы неоднократно крутили фильмы, собрания наши были. Наш последний выпускной здесь проходил, ну не выпускной, а последний, это как бы вечер. Вот, нет, это вот актовый зал, вход. А вот это здесь были у нас вход в пионерскую комнату. И пионерская комната была немножечко там в глубине. Ну что ж, давайте поднимемся немножко в актовый зал, посмотрим по этим ступенькам. Я подожду тебя здесь. Да. Как видите, школу отремонтировали. Школа хорошо сейчас выглядит. И окна. Окна поменяли, поэтому окна сохранили вот здесь. Поставили. Очень много окон, которые поменяли. Вот. И вот он вход в актовый зал. Сейчас, к сожалению, я вероятнее всего, что не смогу зайти в него. Нет, он закрытый. Ну, хотя бы вот так. Все мы должны помнить. Давайте уже будем спускаться. Все, спускаемся. Лестница та же самая. И пройдемся по тихим школьным этажам. Они как раз сейчас тихие. Сегодня суббота, вечер, никого нет. Да. Здесь, значит, если кто помнит, вход в кабинеты труда. Здесь где-то была оружейная комната нашего полковника Родина. К сожалению, уже его нет. А это был вход в кабинеты труда. Владимир Ильич Егоров. Его вы должны помнить. Вот. Куда мы идем? Да. Это раздевалки. Вот это девочки, здесь раздевалка была. И здесь наша мальчиковая. Вот там, где сейчас это малый спортзал, вот там написано сейчас, это здесь были кабинеты труда. Ефим Аронович, он нас, так сказать, здесь учил трудиться, любить трудиться и дальше. Вот он наш, значит, коридорчик. Все вы должны знать его, помните, вспомнили, кто не помнит, напомнил. Там открыто? Все, нам сказали. Выключи его, пока будешь идти в спортзал. Вот ваш спортзал, дорогие друзья, спортзал 59-й школы. Да, немножко изменился, конечно же. Эти самые канаты, по-моему, висели. Вот, два крюка, которые где канаты висели, вот здесь. Баскетбольные кольца так и остались. Что, канатов нету сейчас? Канаты вон. А канаты там, ну... это выдвижные такие, это как у нас в 14-й школе было. Да, волейбольная сетка, да. Вот волейбольная сетка, выдвижная. И еще, если помните, сочинение 8-10 класса писали здесь. На экзаменах? На экзаменах выпускные сочинения были выпускные. Кстати, здесь же у нас и был выпускной. И не только у нас. В спортзале? В спортзале, да. Ух ты. Здесь
писали, провожали, так сказать, наше школьное время до утра. Было. Ну что, пройдемте дальше. Я Валера попросил снять маленький спортзал. Это здесь Малый. были уроки труда с Ефимом Мироновичем. Вот у него был здесь кабинет, правда, сейчас ничего от него не осталось. Переделали в малый спортзал. Ну, что тоже неплохо. Да. Ваш вестибюль, дорогие друзья. Вестибюль 59-й школы. Валера пока пошел снимать двери на свой телефон. Вы, наверное, частенько стояли у этого окна, у подоконника, мне так кажется, и смотрели на школьный двор, парадный двор, который улица Свободы. Сейчас мы подойдем к окошку и снимем окошко вам. Вот такой вид открывается через окошко вестибюля на площадку перед школой, где улица Коммунная. Сейчас мы развернемся и покажем вам с этой точки вестибюль. Вот ваш вестибюль, дорогие друзья. Тут молдавский флаг, атрибутика молдавская. Портрет Дойны и Иоанна Теодоровичей, в честь которых названа школа. Валера, а та вот лестница куда ведет? Где? В актовый зал, да? Актовый зал. А ты уже снимал? Да. Ну, мы сейчас снимем просто общий план. Общий план вестибюля. Что это интереснее потом детализировать. У нас вестибюль, ведущий к младшим классам, да, Валерий? Да. Валера делает памятные фотографии. Я представляю ваше впечатление 59-овцы, бояканцы. Как вам будет приятно увидеть родную школу. Мне бы свою снять тоже, 14-й на Рожканов. Вот нам вид открывается из галереи, ведущей от вестибюля к младшим классам на улицу, на площадку. Вот это дерево, оно помнит вас. Такое большое выросло. Помнит своих учеников своей школы. Продвигаемся к младшим классам. Валера, эти скамейки вот еще с тех пор, когда ты учился? Вот эти? А может их обивкой обили? Ну этот образец советский. Ему 100 лет. Классно. Так, где у тебя тут младшие классы? О, у нас из этого окна открывается вид на бывший овощной магазин. Сколько меня писали про него. Про овощной магазин. Сейчас мы с вами снимем его. Бывший, правда. Где он? Ага, вот овощной. Вот там еще был продовольственный, да, вот. Видите, продовольственный магазин. Когда-то был, сейчас его нету. Сейчас его нету там. И вот где написано фри. Ах, эти решетки. Вот отсюда, Эдди, не отсюда, можешь вот отсюда. Там нету решеток, да? Ого. Меня зовут Эдик, Валера вам напомнил. Сейчас мы тут подберемся. О, прекрасный вид с этой двери. Не знаю, она была открыта, Валера, в ваше время? В наше время открывали очень редко. Вот, бывший овощной магазин. Тут, кажется, козырек был еще над магазином. Может быть. Я не помню. Потом он плавно перешел в какую-то бодыжку, там слева еще сделали, когда заходишь, там наливали винцо. Вот там уголочек Фидески, это бывшая касса Мари, и кафе «Жемчужина», и там был буфет, вы мне писали. Я тоже был в том буфете, пил сладкую воду, мороженое покупали. Вот виден двор 15-го дома по Свободе.
Мотор. 10-я, выпуск 84 года. Наверное, вы меня узнали, зовут меня Валера, дальше не буду говорить, узнаете, да? Значит, вот этот дверь. Здесь мы 9-10 класс, вот провели вот здесь. Майя Федоровна Лазарева, наш классный руководитель, и вот наш дверь. К сожалению, кабинет закрыт, увы, мы не можем сюда зайти. Поэтому ограничимся только этим. Да. А, еще, можете заметить, вот эти питейные фонтанчики до сих пор остались. А они работали в ваше время? Не работали никогда. Не работали? Не рабочие никогда. Вот сейчас мы... Но на них сидели, наверное, да? Сумки. Питейные сумки ложили, все что угодно. Вот ваш питейный фонтанчик Валера назвал. Да. Еще памятная дверь здесь какая. Давайте я еще пойду. Сейчас мы идем за Валерой. Здесь сзади есть. Да. Вот здесь у нас был комитет комсомола. Была такая организация в наше время. Она тоже закрыта, но она была здесь. Вот комитет комсомола на выходе из галереи, чтобы у вас была привязка к местности. И вот там, да, по коридору дальше, там кино сейчас, если помните, уроки черчения, Павел Иванович Бухнин, он, к сожалению, его нет. Вот последняя дверь, если вы помните, вон туда надо пойти. Вот мы поднимаемся на второй этаж по просьбе Валерия. И что у вас, Валерий, здесь было на втором этаже? У нас второй этаж, и вместе с третьим этажом, третий этаж мы не будем подниматься. Немножко вам вида из окна. Это как будто вы здесь прямо в школе. Стоите рядом со мной у подоконника и смотрите на этот 15/1 или 2, как он называется, этот дом, не знаешь, да, Валер? О, Это здесь был этаж начальных классов. как это так, второй этаж и начальные классы. Да, если вы помните, вот здесь был первый Б. Так, первый Б. Хорошо, Валерий, продолжаем. Потому что у нас... Вот здесь был первый Б. Вот здесь. А картины эти были, Валера? Будем хотели как и не было. Сейчас, видите, поставили картины такие. Повесили, украсили вашу школу. Такие окна чистые, кстати, в школе. Вы знаете, не в пример троллейбусам и автобусам, откуда я снимал, 21-й, 3-й. Как будто стекол нету. Вообще. Вон типа вот мини-вестибюль начальных классов. А окно поломано. Тут окно заметили, что открыто. Оно вообще без ручек, Валера. Ничего так. Это не важно. Так. Наслаждайтесь, дорогие друзья, наслаждайтесь 59-й школой своей родной. Валерий убедил меня снять туалет. Я не хотел, думаю, людей интересует старый образец. Ну и тут я упал. И тут вам и сушилка, и мыло, и смесители такие. Лафа. Вообще круто, очень круто. Это туалет сегодняшней 59-й школы. Плитка такая красивая, типа мозаики. Дорогие одноклассники, ну не мои, а Валера, мы сейчас направляемся. Валера попросил меня поснимать отделение, крыло старших классов. Ой, как красиво послеобеденный свет ложится на стены. Заметили мы, что школа очень ухоженная. Стеклопакеты, батареи покрашены. Не очень шикарно все, но чисто и аккуратно. Очень даже аккуратно. Вот какой вид открывается с этой галереи. Вон мы идем по галерее к старшим классам. Это выставка детских рисунков. Так. Нам открывается вид на крыло старших классов. Такой мини-вестибюль. Старшие классы. Но этого панно не было, да, Валера? Или это новое? Ну, конечно. Столько лет прошло. А что вы там делали под лестницей? Вон там.
Что там было? Двери открывались. Да. И все выходили на улицу, когда была большая перемена. Сейчас мы снимем эти двери. Давай снимем эти двери. Покажем твоим одноклассникам двери. Ну, как не снять двери? Вот эта дверь. Ну, уже не те, не деревянные, но вид... уже все. Деревянные, наверное, остались в 18-й школе. Вот вид, открывающийся из окон старшего крыла. Крыла старших классов. Простите, не русский. Так. Ну что ж, мы поднялись на второй этаж. Это значит, как его сказать, крыла, где старшие классы у нас были. Ну, много чего изменилось, хотя все многое и осталось. Вот здесь даже какой-то пролет открыли. Вот. Дверь какую-то пытались сделать. Это у нас напротив выходит, значит, там, где у нас была директорская, учительская, медкабинет на втором этаже был. Вон часть спортзала видна. И давайте по кабинетам пройдемся. Значит, здесь у нас, вот здесь, кажется, по-моему, да, здесь у нас Соня Самуиловна вела уроки литературы и русского языка. Дальше, к сожалению, я уже не могу вспомнить, что у нас там было. И в той стороне тоже. Ну, может быть, если кто помнит, то вспомнит все, что есть. Так, это был второй этаж. Давайте я еще раз пройду, сделаю. Вот выйти из окна. Из окна. И общий план. Общий план второго этажа. И вот третий этаж. Третий этаж, где у нас были уроки по НВП, начало которых всегда знаменовалось «Здравия желаю, товарищ полковник», после которого всех нас разводили в класс. И начинался урок НВП. Кабинет химии, вот заметьте, давайте я сейчас подойду, где вела Майя Николаевна Королева. Вот он так и остался, химия. Здесь у нас химия. Так даже и написано. Химия. Вот. Дальше у нас, если идти, ну, как видите, здесь фонтанчики тоже остались. С другой стороны. Ну, то есть школа продолжает оставаться школой, и это радует. Еще раз вон вид из окна. Вот. Ну вот он, весь третий этаж наш. Вот мы присели на скамеечки. Эти были скамейки, Валера? Эти нет. Снимем вам такую круговую панораму. Я решил использовать свою трость как монопод. Это вход был всегда парадный, Валера, у вас? Или отсюда? Оттуда, да? Всегда там был вход. Вот мы сейчас снимем парадный вход. Ой, извините за тряску. Валерчик, дай чуть в сторону, я сниму твоим одноклассникам плац. Или как он называется? Вот ваш вход, дорогие друзья, вашей родной школы. И площадка для линеек. Площадка для линеек, да, Валера? Площадка для линеек, да? Да, вот тут еще с 1 сентября остались. Где какой сразу. Да. Чтобы не перепутали. Дорогие друзья, это эксклюзив. Церквушка во дворе 59-й школы. Чтобы вы не подумали, что это монтаж.
Ну, сейчас мы зайдем во дворик церквушки, если хотите. Зайти во дворик, Валер? Зайдем во дворик. Покажем вам дворик церквушки. Да, это интересно. Церквушка во дворе школы. Это знаменательное событие. А я думал, когда пришел первый, думаю, откуда колокольный звон? Думал, что это с моей церкви, где 18-я школа, отражается от какого-то дома звук. А здесь что, у вас, наверное, мастерские были какие-то? Нет, это столовая. Ага, вот это столовая. Столовая. Столовая, вот вид столовая. Ну и вход тоже. Сюда продукты завозили. Угу. Задний двор 59-й школы. Да, приятно. Тебе приятно. Я представляю, какой эффект для тех, кто сейчас в Америке. То далеко отсюда. Да, это тоже мои друзья Дима Могилевский, Гена Шварцман с этих краев, которые... Вот посмотри, сними вот эту лестницу. Сейчас, да, сейчас Она давно стоит очень. А давай мы поднимемся сейчас туда. Не, подожди. К сожалению, вот здесь стенку поставили. Ага. Дверь на замке, а там был подвальчик, Ну, был идем. наш тир. Ну идемте тогда, пройдем так, снимем то, что мы не видим, но то, что знаете вы, дорогие друзья. Не можем увидеть, но вы знаете. Вот как раз вот здесь тир был. Здесь вот был ваш тир, где вы учились поражать мишени. Так, сейчас мы снимем вам стадион. Скоро. Так, теперь мы идем, хотим поснимать стадион. И решили снять и тропинку. Тряску уберет YouTube. Вот мы идем, обойдем школу. Вот здесь плитка какая. Это еще плитка ваших времен, правильно? Да, это похоже, что у нас. Да. А вот этого прохода не было. Ну как, он был, но он не был асфальтирован. Ну, деревьев не было таких. Здесь, да, проход? Да, я посмотрю сначала. Давай, иди вперед, Валерчик, чтобы я зря не ходил. Тут открывается вид на улицу Свободы, на 8-й дом по Свободе. Так, нам дали зеленый свет. О, задки школы тоже интересны. Иначе рассказ был бы неполным. Кто-то здесь прятался, наверное, когда-то. Прятались, бегали. Сейчас мы не будем идти, мы снимем просто так, как будто мы идем наезд. Сделаем наезд камеры. Тут бомжи нашли себе приют, да, бомжи? Или... Да, так они тут и... Задний двор 59-й школы и вид на стадиончик ваш и дом. Дома этого не было ближнего. Не было, да? Ближнего не было. Там был задний. Сразу были выход на общежитие. Дом построили потом. Дорогие друзья, это эксклюзив. Церквушка во дворе 59-й школы. Чтобы вы не подумали, что это монтаж. Сейчас мы зайдем во дворик церквушки, если хотите. Зайти во дворик, Валер?
Зайдем во дворик, покажем вам дворик церквушки. Да, это интересно, церквушка во дворе школы. Это знаменательное событие. Я думал, когда пришел первый, думаю, откуда колокольный звон? Думал, что это с моей церкви, где 18-я школа, отражается от какого-то дома звук. А здесь что, у вас, наверное, мастерские были какие-то? Нет, это столовая. Ага, вот это столовая. Столовая. Столовая, вот вид столовая. Ну и вход тоже. Сюда продукты завозили. Задний двор 59-й школы. Да, приятно. Тебе приятно. Я представляю, какой эффект для тех, кто сейчас в Америке. Тут далеко отсюда. Да, это тоже мои друзья Дима Могилевский, Гена Шварцман с этих краев, которые... Вот посмотри, сними вот эту лестницу. Сейчас, да, сейчас Она давно стоит очень. А давай мы поднимемся сейчас туда. Не, подожди. К сожалению, вот здесь стенку поставили. Ага. Дверь на замке, а там был подвальчик, Ну, был идем. наш тир. Ну идемте тогда, пройдем так. Снимем то, что мы не видим, но то, что знаете вы, дорогие друзья. Не можем увидеть, но вы знаете. Вот как раз вот здесь тир был. Здесь вот был ваш тир, где вы учились поражать мишени. Так, сейчас мы снимем вам стадион. Скоро. Вот, дорогие друзья, стадион вашей школы. Валера, этот турник, да, ты хотел? Вот этот, который, да, вот это он еще с тех времен стоит. Ага. Вот мы вам нашли девственные места на Буйканах. Кто-то говорил, что у меня не получится. Вот нетронутые цивилизацией турники и баскетбольный щит, да, Валера? Нет, баскетбольный щит уже нет. Ну, для кого-то он... Баскетбольная площадка была вот эта маленькая. Вот это была Да, баскетбольная. и здесь были как бы эти кольца, все. И здесь мы футбол мы рубились как и на большом поле, так и на малом поле здесь. Да, вот стадион. Сейчас. Извините. Сейчас мы сделаем максимально плавную проводку. Без штатива, потому что он тяжелый. Стадион. Тут вы наматывали круги. Да. Вот эта дорожка. Подрастающее поколение, друзья. А рамочка-то, Валера говорит, девственная. Как сказать правильно, девственная или нетронутая цивилизация? Нетронутая. С тех времен, когда мы еще были старшеклассниками. Да. И вон та рамочка тоже. Правда, ее подкрасили, ее улучшили. Я думаю, что мы отсюда выйдем, Валера. Ну, там... давай выйдем отсюда. А там тоже есть Там проход. выход есть. Вон там просто есть две мишени, которые нам Идем туда. Сейчас вот. Дай-ка мы еще вот так вот снимем. Отсюда вид со стадиона на школу чуть-чуть. Где сейчас находится церковь, там у нас в старших классах были, так сказать, утренние зарядки нам проводили. Ага. Еще немножко нетронутых мест 59-й школы. Валерий, тут вот эти вот две мишени. Я говорю, из чего вы стреляли? Да ничего, просто Снежками. имитировали, нападение на врага. Вот так вот. Но враги сидят вот они. Это не враги, конечно же, это наши. И, дорогие друзья, напоследок вам общий вид стадиона. За нашей спиной площадь Конституции. Образно. Это привязка к месту. Мишень. И вот дом, наверное, Валер, это дом какого номера? Ой, ты знаешь, я
Не скажу. Это Свободы, наверное, Это свобода какая-то. какая-то, да. Это дом прямо возле школы, Но ближе к из Лаккара. моих одноклассников здесь никто не жил. Никто не жил. С Значит, 10-го выпуска 84 года здесь никто не жил. никто не жил. Туда. Ага. И вот там за тем желтеньким, видите, там вот бывшая столовая, кулинария. Людям интересно поставить еще вот это общежитие, да, Валер? Или дом? Да, это, ну, и вот так. Давай так. Это общежитие, да, но первый подъезд он нормальный. Квартира. Это по этой тропинке выходили? Ходили, кто здесь жил. Ну, никто не жил. Играли, наверное, в казаки, разбойники здесь. Играли, бегали здесь тоже. И такие выполняли всякие задания. Металлолом ходили, макулатуру собирали по подъездам. Интересное было детство у нас. Есть что вспомнить. Сейчас эти телефоны, мелифоны, интернет, интернет. Телефонов были, и было больше счастья, чем сейчас. Да. Сними, чтобы 16-этажка. А, вот привязка, видите? Сейчас. А вот что-то... О, появилась 16-этажка. В 1977 году построили вот этот первый. Вот. Как раз когда землетрясение было 4 марта. Вот Да. было. Что, идемте. Вот мы вам сняли сегодня с большим удовольствием репортаж о 59-й школе. Вот мы отсюда вышли. Мы ей не мешаем. Она нам не мешает. Вот мы выходим на Чернышевского, вернее, на площадь Конституции. А это будет писать. Вот это желтенькое, это бывшая кулинария. Это в доме в этом. Это Чернышевского 76 или 8. Вот не могу. Скорее всего 78, наверное. Или даже... Потому что следующее или 8... Ага. А у Вани там во дворе 82. Чернышевского 82. Отсюда. А уже пока у нас есть аккумулятор, мы уже... Вот это первая девятиэтажка Энгельса улица, О. вот это называлась. Да, Валерий, а номер? Вот первая Энгельса. А номер? Не могу сказать. Номер, видать, с другой стороны. Причем в этих 4 девятиэтажках у меня каждый по одному однокласснику жил. Да. Вот здесь Женя Голубев жил. Там Витя Чебан жил. Третий жила. Ага, это у нас первая девятиэтажка, Первая видите? девятиэтажка. Сейчас, Валя. Это вот мы видим сейчас вторую девятиэтажку, поднимаемся на Энгельса. На Энгельсе. Погода сегодня просто прелесть, теплее, чем бабье Если лето. кто помнит, Да. вот здесь, по-моему, здесь, если я не ошибаюсь, была крепость. Вот здесь. Нет, в следующем. Крепость следующая. А может здесь? Сейчас посмотрим. Здесь. Крепость. Кто же не помнит крепость? Это же... Валера, все, аккумулятору. А нет, это не аккумулятор. Какой-то знак появился. Ладно, потом разберемся. Аккумулятор у нас еще есть. Еще 63%. Да, Валерчик, это крепость. Тут сейчас аптека. Аптека Ориент. И тут был бар Форт. Форт был. Форт. Такое. Крепости с этой стороны ничего не осталось. Да, вот этот вот двор. Ну, это с ним все заросло как-то. Задворки заросли как-то. Что, идем через переход, да? Мы соблюдаем правила дорожного движения. Ага, плитку что так разбили, не понял, смотри. Тут была аккуратная плитка, ее что-то поразбивали. Помню, сюда ходил, было. В общем, все плавно. Плавная ходьба. Может, срежем, Валерчик? А говорят, что инвалидам с тростью можно переходить дорогу даже не на пешеходном переходе. В любом месте. Мне один друг сказал. Я так вдохновился. А другой товарищ пошутил, говорит: Михалыч, а у тебя катафотики есть на трости? Я говорю, катафотиков вот еще нету. Вот остался шот крепости. Вот. Вот остатки крепости. Да. Те, кто помоложе, крепость не знают, но они знают бар Форт. Вот он.
Тут Сейчас фармачея. фармачея, аптека. Вот тут, видишь, это вот пристройка, тут у них было что-то типа гротарное, и вот здесь вот бар Вот, Форд. вот остатки, вот что осталось от крепости. Да, было очень уютно здесь у Гены. Тут были столики, помню этот парапет, этот переход. Видишь, Было здесь такая тоже бар. уютный такой для взрослых. А сейчас вот смотришь со стороны на бар, сидят. Хорошая девочка здесь работала официанткой. Это говорю не я, это говорит Валерий. Так, камера работает. Вот вам Работает, если кто тротуар. увидит. Тротуар. Если она вспомнит, если она увидит это, если она вспомнит себя, пускай Напишет. вспомнит, что я был ее. Пускай напишет Эдуарду Кара. Да. Эдуард Кара, это я уже передам. Напишите мне заявление на мое имя. Можно ли связаться с Валерием? Так, вот Энгельса. Наслаждайтесь, буйканцы, наслаждайтесь. Мы снимаем для вас с любовью и радостью. Вот у нас эти, вы уже знаете про эти надолбы лежачих полицейских по всему городу раскидали. Да, Остановка осталась прежняя. прежняя, да. На месте. Да, без изменений. Что, пойдем? И прицепом хотим снять вам, Валерий захотел снять вам в очередной раз площадь Конституции. 16-этажка, визитная карточка Буйкан. Родных вам и нам Буйкан. Кстати, памятник остался, зацепил как память. Да, памятник остался. Памятник остался, раньше он назывался, написано было Конституция, основной закон страны, а сейчас там выдолблено совсем другое. Что? Не знаю. Так, все. Ну, дорогие друзья, мы прощаемся с вами. На этом репортаж о 59-й школе и ее окрестностях закончен. Принимаем заказы дальше. Да. С вами были сегодня, сейчас попробуем попасть, как это, селфи, блин. Вот с вами был Валерий и я.